А что я в руках держу сейчас? Вот у меня рука на уровне... Да. У меня два предмета в руках. Вот в одной, вот это в правой руке вы сейчас слушаете. Да. Теперь вот в левой руке у меня другой предмет. Какой размер, примерно? Но я двигал, извиняюсь. Еще раз поверьте, я двигал руку. Вот примерно вот так идет. Так, а теперь еще один предмет. О, это... Да, это типа как... Она плоская. Сразу скажу, плоская. А почему плоскую, а не плоскую? О чем отличие? Потому что когда плоская, она вот так, ведь даже ладонь, если подставить, она же плоская, вот смотрите. Я понял. Коллеги, кто докладывает? Вот Рутань Николаевна. Гаунжан? Гаунжан. Нет, давайте госслужащие. Я с госорганами сперва буду. Рутань Николаевна, вот о чем мы последний раз мы вам сказали. Делаем эксперимент. В медико-социальном учреждении проводим обучение новых людей, кто до этого не был. И с ними проводим беседу. И после этого вы мне говорите, если целесообразность, если возможность, то в какой период. Пожалуйста. Ну, мы были вот где-то недели-две назад, мы были с Даниэлем в МСУ Шарапат, тогда был вот один человек был. Аркан. Да, он был. Аркан. Какой МСУ? Шарапат, по-моему. А где вот дом представитель есть? Нет, они там заболели. Да. Хорошо. И, в принципе, Сколько человек было? Всего было 4, сейчас один Баужан, он уехал, сегодня не смог. И есть 3 представителя, это получается Юрий Михайлович, Деболат и Аркан. Они все проходили в течение обучение? все обучение в течение Ну, я после месяца. Да. Только после нашего совещания они обучение проходили. Да. До этого проходили? Нет. Нет. Новые все. Город Нур-Султана всех? Да, все город Нур-Султан. Все, вот теперь Единственное, это- Юрий только неделю, да, правильно? Да, но А кто я... дольше всех кто? Если все собрать 3 Баужан, сутки. Аркен. Я... Бауржан и Аркен, вы дольше всех. Сколько Да. дней вы проходили 3 обучение? сутки, если собрать полностью. Вопрос, пожалуйста, какие у нас задачи стояли, Рутань Николаевна? Ну, должны были посмотреть, насколько успешный данный прибор. И в тот день, когда я говорю, когда мы были в Шарапате, мы с Аркеном разговаривали, очень позитивно был настроен. Сам по себе человек такой позитивный, и он и прибор относился, и он даже просил больше уделить время обучения. Пользовался этим прибором всего несколько дней, и, ну, да, в принципе, с его слов, давал положительное заключение. Но, Пожалуйста. Вот я сейчас сегодня специально ходил к РУН, прошелся. Очень прекрасно, мне понравился даже. Я первый этаж полностью прошел, второй этаж полностью прошел, третий этаж полностью. Ни в одном месте не бился. Вот клянусь. Мне до сих пор звонит, и то я не знаю. Меня звонит, говорит, можно быть, где заказать этот аппарат? Уже знает аппарат. Я говорю, что не вышел. Говорю. Нас, короче, должен утвердить. Говорю, не знаю, ну, аппарат для детей, для начальников, очень хорошо. Для нас тоже хорошо. Я хочу дальше обучиться. Сколько лет вы не видите? 6-й год. 6 лет. Ага. Какие средства вы используете для ориентации на местности? Помню кого-то такой? Что? Трость. 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 Еще что-то есть? И помощница мне со мной. Больше, Индивидуальный больше. помощник. Да, больше нет. Когда вы с тростью идете, допустим, в Кируэн, вы одни ходите? Нет, Кируэн. нет. А сегодня вы тоже с индивидуальным помощником пошли? Пошел, но без трости, без ничего, я сам один. Без трости сами, но с индивидуальным помощником. Вот просто сопровождающий был малька. Ну, сами шли. Я Да, просто сам как шел. наблюдать. Я вначале заходил в здание, вот зайду в здание, стоял как колом, я боюсь, как будто у меня там яма была. Я боялся шаг делать. Без сопровождающего. Вот я поставить меня, я могу сутки стоять, потому что без сопровождающего я боюсь. А сейчас я с этим зданием, аппаратом захожу, вот я сегодня зашел специально, я ходил свободно. Что я знаю, у меня впереди стоит стена, есть поворот, я свободно поворачиваюсь. Есть стекло, я уже определяю стекло. Где стекло, где проход, например, узкий проход, длинный коридор, я это определяю. Вот свободно вот это, что я за 3 сутки определил. А вот смотрите, когда вот вы ходите шумно, как вот посторонние шумы, как они будут вам мешать? Есть риск, что вы что-то не услышите и все-таки пойдете вперед? Нет. Если чем больше я буду учиться, любой шум я могу изолировать уже. Возможен риск вашей безопасности, безопасность самого инвалида. Мы с этой стороны точки Я зрения считаю, что рассматриваем. это у них удивительный другой мир. Это зрячий, он будет не сосредоточен на этом, а у них свое видение. У нас свое, у Да, них свое. они же видят Кто видит, кто не по-другому. видит, это большая У разница. них всегда сосредоточен слух. Да. Они когда идут, у них не случается такое. Но вот, ну, когда я иду, опять, я ориентир беру, что вот эту вот часть я иду, не буду дальше, да? Еще все равно-то я страхуюсь. Так же?
как-то чувствительность есть у меня, короче, Хорошо, который вот видит, но я- чувствует, я давайте чувствую. послушаю вот вас, еще двоих. Вот Давайте, вместе. То Юрий Михайлович, да? Да. И Ербулат Ербулат, Галимович. да. А есть что-то альтернативная замена? Вы же, как бы, наверное, искали что-то такое подобное на рынке? На рынке? Нету. Я ничего не. Вот это вот аппарат. всё. Все, Дамиджан Тыбаевна, оба включайте. В понедельник дайте мне дорожную карту, распишите прям вместе, вот Сергей вместе, потому что тоже Галамжан, вместе сделайте дорожки две. Нет, нет, у нее свое. Вы с Натальей Николаевной дорожки мне сделайте и мне принесите, чтобы даты были стоять, и подпись поставьте мне. Все ясно?